Всем привет! Сегодня мы отправляемся в поход в австрийские Альпы. Сейчас мы в отеле в Мюнхене. Финально подготавливаемся и выходим. Сейчас у нас автобус в Инсбрук. И через 2 часа мы будем там уже. Стоим, ждем автобус. Трамвай. Вот такой у меня лук, чеснок. Подпрыгни. Не, ну кстати нормально. Ну а пока мы в пути, немного расскажу про наш маршрут. Как я уже говорил, мы едем в Инсбрук, один из крупных туристических городов Австрии. Основная цель нашего маршрута – Хафелькар-Шпице. В путеводителях ее называют Топов Инсбрук или же вершина Инсбрука. При подготовке к походу мы не нашли каких-либо карт с маршрутами, поэтому примерно прикинули по Google картам, как будем идти, и надеялись уже сориентироваться на месте. Поэтому за старт мы взяли эту дорогу. Приехали в Инсбрук. Да. Что, вы рады, пацаны? Да. Реально. Идем в Макдональдс. Завтракаем. И в гору. Вот туда. И в гору вот туда. Идем по центру Инсбрука. По городу очень много таких всяких фонтанчиков. То есть холодная. Ее, наверное, пить можно. Мы уже подходим под подножью горы. Вот таким вот улочком узеньким. Прошли еще немного, опять встретили такой фонтанчик. Решили уже по-жесткому так чисто в нем водой пообливаться, потому что жара просто невыносимая. А нам еще надо идти вверх по жесткому склону с такими миллиардтонными рюкзаками. Да не рви меня. Одну. Вот это вот здесь давай. Вкусно. Вкусняшка. Химба. Пацаны, сука, искренне делают вид, что не кислое, типа вкусно. Че это дом? Стоим какой-то под перьям. У нас сейчас жесткие подъемы. Подниматься, поэтому ну прям тяжеловато. Ну нормально, что, идем. Так, поднялись мы еще, наверное, на метров 50. У нас опять отдых, да, я решил надеть шорты, потому что в штанах это просто кошмар. Так, мы уже поднялись. И вот тут, наверное, начинается уже сама скала, подножье. И начинается нормальный именно подъем, не вот такой трэш, который был там, типа мясо. А такой спокойненький, лайтовенький, под деревьями, в лесочке, все как надо. Птички поют. Нашли такую табличку. Что ты говоришь, написано? Что написано? Не, ну у нас C1 есть. Использование на свой страх и риск, да? Да. А, может они продают маршрут вниз, потому что там слишком крутой типа уклон вниз, и можно... Нет, нет. В смысле, здесь не убирается коммунальная служба. А, ну кайф, вообще по-дикому пойдем нормально. И начался уже вот такой плюс вайбик. А, ну вот тропинка. Ну по ней походу идем. Наверх? Ну ладно, уклончик уже неприятный начался. Ну ничего, нормально, зато уже прям лес, да, тенек. Прям true поход начался уже. Там, походу, ферма какая-то. Так, поднялись мы, в общем, оттуда. Вышли в какую-то цивилизацию.
Вот там какое-то кафе или что-то такое. И еще из очень крутого мы нашли вот такие карты с маршрутами. И тут на этих маршрутах указаны источники с водой и какие-то вот кафе или рестораны, где можно поесть. Но нам, в принципе, с едой проблем нет. У нас вот с водой. Ну, с водой тоже, в принципе, нет. Ну, пока что. Потом Так мы что ее да. выпьем, все, что у нас есть. У нас бутылка за 2 часа вышла. А, и вот тут тоже есть. Вот, смотри, разные они. Ну, это вот маршрутик. Ну, Вот вот. это для машин и для великов. Это вот пеший. Это пеший. Вандерн. Это путешествие по горам. Ну, типа пешком. Вот нам, наверное, вот эти надо. Да, да. Ну, и сейчас вот. Да. А, тут как в этом Скайриме на... Jedes Feld, das erste Mal unter dem Kreuz. Иисус упал под крестом. Впервые. В Скайриме на вот эту... возле Вайтрана гора находится. Как она называется? А, этот, да, ветреный пик. Лавочка. Пропустили про Иисуса, ладно? Че пропустили? Ну, там табличка не прочитали про Иисуса. Меня очень радует такое. О, тут начали уже крестики появляться на этих штуках. Вероника reicht Jesus das Schweißtuch. Вероника дала платочек Иисусу. Да, Швайстух, платочек. Ну, швайц это пот, а тух это Платочек. полотенце. Ну, Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Иисус упал второй раз под крестом. Нам куда? Сейчас посмотрим по указателю. Вон туда. Так, увидели указатель. Вот на нем Хёттингер-Билд. Это то, куда мы сейчас идем. Поэтому нам в ту сторону. О. Снова Иисус. Дикая. Лесная собака. Давай, Миша, блесни знанием. Сочувствие это... Не, давай на немецком сначала, потом. Mitleid ist eine edle Erregung, aber etwas Gefühl ist zu wenig. Мы должны обучаться ответственности на катастрофах людей. А вверху что написано? Иисус встречается с плачущими женщинами. Угу. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Иисусик упал третий раз под крестом. Извини, что врезался. Пробежимся. Jesus wird seine Kleider berührt. Иисус порвал одежду. Алло? Видишь, что ли? Ты не снимаешь? Да. Перерыв? Jesus stirbt am Kreuz. Иисус умер на кресте.
Уже ты в 12 главе только. Штербен. Да. Все. Давно немецкий не учил. Ну, тут наборчик вообще идет высоты. Нормально даже. Набор идет высоты. Так, вышли к такой церкви. Эта церковь находится на высоте 905 метров над уровнем моря. Получается, такой путь мы уже преодолели. И вот он, долгожданный водопад. Фонтан. Иди ж ты сюда. Сейчас будем тестить Димину грелку и готовить. Полную? Крути понемножку. Кто тут? Горит, но жарит. Не видно. Давай. Ветрозащиту еще поставить. И мультитул далеко? В кармане. Мешай. Не, мультицел не хочу. Чем? Ложка какая-то. Ложка у меня там, где и кружка далеко. Капец мы повара, блин. А ну. Прикольно. Придется? Мне так нравится, что надо. Свернуть тогда. Заходим в церковь. А вот свечка 2 евро стоит. В рюкзаке есть. Какая вот эта? Эти, которые за решеткой стоят за 50 центов. Чего? Которые за решеткой 50 центов. А ты где вот это? Оп. Кайф. Ложить деньги. Оп. 50 центов. Что надо? Какой-то тетрадкой. Давай что напишем. Напишем что-то? Поставь меня на путь истины. Какой-то алтарь.
необходимо себе чинить рюкзак. 60 евро рюкзак стоит. Ё-моё. Нормально. Все, уходим, короче, с этого места. Опа! Чинезис. Так, значит, куда нам надо? В общем, сейчас идем на Брюглер Алм. Написано то, что идти 1 час. А сколько у нас-то времени займет? Сейчас узнаем. А мне кажется, это больше. Кстати, хвой так пахнет приятно. На высоте почти 1000 метров машины чилят. Sind Sie in Ordnung? Брюглер Альм. Фу, вперед. Давайте подождем, как он голову разобьет. Да не, он знает, что он делает. Он специально сел. Вот так вот хочу просто пойти. А так, Как спросить? пойдем, пойдем. Что спросить? Ну, все не важно. Я у него спросил, все в порядке? Он ягоды. Вот это прям уже на Альпы похоже. Прям как в фильмах. Карпаты. Карп. Какие сняли? Колючая проволока. Ладно, ну там, короче, коровы. О, корова. Кстати, река, по-моему, высохла немного. Тут по карте должна быть река. Какая-то большая. Но, по-моему, ее уже не существует. Не, хорошая. А ты снял? Снимай, да? О, пацаны, нам 20 минут осталось. Что? Нам 20 минут осталось. Мы уже, получается, 2/3 прошли. Мы преодолели, наверное, большинство подъема. Ну да, наверное, просто сейчас ровно нам будет так идти. Почти ровно. Блин, круто. Прям как из рекламы Милка. Велосипедисты скоро. Давайте тут сядем, похаваем, не хотите? Такое тут классное место с красивейшим видом. Офигеть. Так, в общем, решили на этом месте поужинать.
Иди ж ты сюда. Оп, капец тут жирка. Дима, смотри. Чисто пюреха. Отлично. Ой, ну прям луком пахнет. Это чтобы прям лук, ну типа вот. Я думал, луковый суп там будет какой-то суп просто, ну, каким-то со вкусом лука, а не тупо лук с водой какой-то. Сейчас по вкусу записываю. Интересно, какой на вкус. В итоге получаем вот такой ужин у меня, по крайней мере. Луковый суп, который по вкусу буквально вода с луком. Оно как внешне выглядит, так оно и по вкусу есть. И такая мясная консерва свиная. Отличная, но соли там многовато. Но мне такое нравится прям с кайфом. Класс. Так, все, стартуем к месту ночевки. Мусор мы... Вот мусор. Мы с собой забираем. Там, кстати, в Мэйби фонарик нужен будет. Нет, достал. Налобный? Фух. Аккуратнее ступайте. Не хочешь? Да просто отдышаться. Чем чаще дышишь, тем больше кислорода в крови. Это как если вам подольше задержать дыхание. Надо не получать кислород. Тебе надо избавиться от газового углекислого. Это тоже. И так больше. Когда ты резко, быстро дышишь, у тебя кровь более насыщенной становится кислородом. Это лайфхак, если ты ныряешь. Но это перед этим. Ну да. Если его поставить, я говорю, я пойму. Ну все, вот почти пришли. Пусть обычно вперед. Не, пусть вперед, это хороший. Есть. Фу. Неужели?
передышка. Супер тяжело было. Пацаны там вообще еще идут только. Сейчас надо снять футболку, чтобы от пота хоть чуть просохнуть. И будем раскладывать уже карематики. Спальный мешок, вот все, в принципе, весь лагерь. Пьем чаечек и будем ложиться спать. Фух. Вот такой мы соорудили лагерь. Так, я в термобелье. Сейчас будем готовить чай из земляники, которую мы сегодня собирали. Вот этим, кстати, когда пользуешься, вот это должно быть сверху всегда. Ну, если он лежит. А это у тебя такое. Так, ну. Ну, 2 кружки. Давай. Горит. Ну. Не хочется. Или еще? Да хара. Дресняк какая-то получается. Хотя, кстати, вроде неплохо. По вкусу. Это не дрысня. Попробуй. На вид дрысня. Мы сегодня набрали 642 плюс 128. 770 метров мы сегодня поднялись. Надо как-то разливать теперь. Куда столько веток? Это же чай. А, я чё-то не подумал. Ну, Чувствуется земляника? сахар чувствуется. Вот это вот чувствуется. Это один в один, как мы с Артемом делали из шиповника. Вот тупо сахар, блин. Не, ну чай тоже чувствуется. Мы туда добавили 2 пакетика сахара, чуть-чуть земляники, то, что нас собирали, и щепотку чая какого-то черного. Кстати, привкус есть. Именно такой. Именно земляники. Тоже чего-то такого. Мы когда с шиповника делали, там вот реально у нас был шиповник, яблоки и сахар. И яблоки чуть-чуть чувствовались, шиповник вообще не чувствовался. То тут, в принципе, ну, слышно то, что земляника присутствует. Да, точно есть. Все, ребят, мы ложимся спать. Сейчас у нас 11 часов ночи. Мы ложимся спать. Завтра подъем у нас в 7. Кстати, на будильник поставить. У нас, короче, получился день. Все, спокойной ночи. Увидимся завтра. Надеюсь, нас никто не примет. Йоу, доброе утро. Я уже проснулся. Просыпается. В общем, сейчас будем завтракать и будем продолжать маршрут. Такой на завтрак. У меня какао. Такие мюсли с ягодами. У Димы суп и какао. А у Миши каша.
Все, продолжаем наш маршрут. Сегодня планируем подняться на высоту 1900 метров. Но с часу дня должен пойти дождь, поэтому не знаем, чё, как будет. Увидим. Мы идем вниз, потому что боимся, что мы умрем сегодня.